Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я буду готовить киш. Киш – это открытый французский пирог с основой из песочного, реже слоеного теста, с очень разнообразными начинками. Начинку можете какую угодно сделать. Неизменной остается только заливка из яиц и сливок. Итак, приступаем к приготовлению французского киша. 225 грамм муки просеиваем. Это нужно сделать обязательно. Добавим сливочное масло. Предварительно масло я нарезала на кубики и отправила на полчаса в морозильную камеру. Соединяем с мукой. Это надо делать очень быстро, чтобы масло не успело растаять. Извините меня, я это буду делать в перчатках, так как резиновые перчатки не пропускают тепло рук. Добавим столовую ложку сахара и хорошую щепотку соли. Количество сахара зависит от того, какое тесто вы хотите получить. Если вы хотите более сладкое, добавьте 1,5 столовых ложки. Если менее сладких, пол столовой ложки или 1 столовую ложку. Вот такая крошка у нас должна получиться. Ледяная, прям очень хорошо ледяная вода. 60 мл. И все соединяем вместе в однородную массу. Не надо долго вымешивать. Как только тесто собралось в комок, хватит. Вот так вот у нас получилось. Тесто очень мягкое, эластичное, к рукам не липнет. Заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник, чтобы оно отдохнуло. Как минимум на 40-45 минут. Тесто можно вообще сделать заранее. В холодильнике оно может храниться до 3 суток. На бумаге я обозначила круг, который у меня диаметром моей формы и больше на 5 сантиметров в окружности. Перевернула на другую сторону. У меня будет разъемная форма для тарт. Вы можете выпекать совершенно в любой форме. Размер формы не имеет никакого значения. Сверху я накрываю также пергаментной бумагой и раскатываю тесто от середины к краям до нужного мне размера. Толщина теста 3-4 мм. Тесто в форму. Если вы не уверены в качестве своей формы, лучше простелите ее пергаментной бумагой. Хорошо утрамбовываем по краям и на дне. Но сильно тоже не прижимайте. Срезаем края. Мне это удобно делать скалкой. Остатки теста не выбрасывайте. Из них всегда можно сделать что-то вкусненькое.
Накалываем вилкой, чтобы у нас дно не поднялось. И отправляем в предварительно разогретую духовку до 200 градусов. И сразу понижаем температуру до 180 градусов. Минут на 15, чтобы у нас тесто зарумянилось, так как начинку и заливку лучше выкладывать уже на предварительно подготовленное тесто. В холодильник. Немного релакса для отдыха. Наша основа подрумянилась. А из остатков теста я испекла вот такую маленькую основу. Шпинат. Отварная курица, нарезанная кусочками. Овечий мягкий сыр. Можете использовать любой сыр, который у вас есть. Немного феты. Еще листики шпината. И немного феты опять. 50 мл сливок. Одно яйцо. Соль. Черный молотый перец, мускатный орех, натрем на терке, немножко. И все это хорошо перемешаем. Это и будет наша заливка. Обычно на 50 мл сливок берут одно куриное яйцо среднего размера. Выливаем нашу заливку и отправляем опять же в разогретую до 200 градусов духовку и сразу понижаем температуру до 180 градусов до готовности. На большую основу уходит 30-40 минут, на маленькую минут 15. В любом случае ориентируйтесь по своей духовке. И вот такая красота у нас получилась. Есть нужно еще горячий. Ну и в холодном виде она очень вкусная. Но только не подогревайте в микроволновке, иначе она станет дубовой. Маленький киш мне нравится даже больше, потому что всегда можно сделать разные начинки и подать к столу. Готовится быстро, легко, очень удобно и бесподобно вкусно. А это киш на большой основе с той же самой начинкой. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось видео, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь с друзьями. Я всегда рада вас видеть и всегда рада ответить на все ваши вопросы. Приятного аппетита! До новых встреч!